Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор нашей любимой игры Мир танков от Lesty Games. Сегодня у нас на обзоре польский тяжелый танк 8 уровня, проходная прокачиваемая ветка 53 ТП. Вот такой вот красивый, мощный танк. Ну и конечно же давайте сразу смотреть бронирование данного агрегата. Вперед! Итак, Collision модель нашего 53 ТП Марковскего. Да, хер выговоришь это слово. Переход с НЛД в ЛД у нас такой закругленный. Тяжело поймать центральную часть. Ну, давайте. Низ у нас 128 рикошет. Здесь 186. Нифига себе НЛД, да. 193 здесь. Здесь 193 по центру. Как НЛД, одно из самых крепких. С рикошетом, да и в целом приведенной брони очень много. В ЛД после центра у нас 190. В нижней части 110 мм, а бронепластина 172. Здесь вверху 178. Конечно, ВЛД у нас слабее, чем НЛД. И это нужно понимать, это нужно знать, когда вы играете против этого танка. Что этому танку лучше стрелять в ВЛД, нежели в НЛД. Вот. Касаемо башни, кругляк вокруг, маска орудия, давайте сначала, 250, нормально, здесь 238, 267. В принципе, очень даже неплохо, очень даже неплохо. Щеки, у нас такая некая сферическая башня, да, особой формы. Вот здесь 265, 277, и это, конечно, очень крепко и круто. 330, здесь 260, 390, 435 рикошет. Вообще невероятно крепкая башня. Но есть вот такой прикол, лючок. 158 миллиметров, там, ну, грубо говоря, 160 приведенной брони. Боковое бронирование 80. Надгусеничная полка фальшборд дает до сотки. И, конечно же, он хорошо танкует от борта. Все тут круто, за исключением вы подставляете вот эту щеку ВЛД, вот куда вас будут пробивать. Не всегда, но будут. Так что вот такая вот броня. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть. Нет, сначала не полевую, а модули давайте поглядим. Так, к исследованию. Модули. У нас куча пушек. Нас интересует, конечно же, топовая. Сток, просто посмотрим. 320 альфы, 192 пробития, 225 на голде. Там 9 секунд заряжается. И это говорит о том, что в принципе на этом танке прям заходить там с свободным опытом, да, выкачивать топовую пушку, да, не стоит. Вы можете спокойно играть на стоке. В принципе. Конечно же, нас интересует вот это орудие. 420 альфа, 218 пробития на основном, 245 на голде. Заряжается долго, да, 12-7 секунд. Точность не самое лучшее сведение, но здесь решает альфа на 8 уровне у нас 420. Обязательно качайте топовую башню. Так, смотрим. Разница у нас есть, чуть-чуть прибавляется брони. Сбоку, да, башни и спереди плюс 10 миллиметров, плюс обзор побольше, по-моему, да, плюс 10 метров. Обязательно качайте топовую рацию. Топовый двигатель у нас здесь 800 лошадей против 750. Ну, где-то процентов 7-8 подвижности вам даст. Обязательно топовую ходовую. А по полевой модернизации я только начал катать. Во втором блоке вездеходную ходовую. Здесь смотрим, что у нас. 2.42, точность 0.34. Притирку 6 наведения, звукоизоляцию. Вторым слотом мы берем мобильность. Да, танк медленный, будем использовать обязательно. Или не будем использовать турбину. Посмотрим. Я пока вот сборку собрал без турбины. Да, без. Потому что этому танку, этому орудию обязательно нужен стаб, нужен досел, ну и как тяжелому танку закалку. Поиграю, потом посмотрю, может быть что-то поменяю на турбину. Вот, по снарядам основной ББХ, голда подкол, летит 950, это 1150, это very best. Вот, ремка, аптечка, огнетушитель желательно автоматически, касаемо снаряжения. Экипаж, перки вы сейчас видите перед собой, 4 члена экипажа. По плюсам, минусам машины.
по плюсам и минусам. Броня у нас очень интересная. Есть ослабленные зоны, но их не так много на самом деле. И очень часто игроки, которые не знают, да, бронирования танков, будут этому танку стрелять в НЛД. А вы помните, да, бронирование НЛД. И зачастую этот танк очень неплохо танкует именно за ошибочных суждений танкистов в команде напротив. И это прикольно. У ВН минимально комфортный у нас присутствует минус 8. Это касаемо пушки, хорошая скорость полета снаряда, хорошая альфа. Но это тяжелый танк ближнего боя, поэтому точность и время сведения, ну блин, не всегда лучше на тяжелых танках. И этот не исключение. Количество хп 1620. И как для восьмерки это очень даже жирно. Ну у нас, да, закалка стоит. По мобильности 40 вперед, 16 назад. Почти 14 лошадей на тонну удельная мощность. И в принципе по мобильности нельзя сказать, что он прям супер медленный. Но он и не супер быстрый. Нормальная меняемая подвижность. Ну ладно, незаметность, куда я посмотрел. По обзору 417 метров, и это в принципе стандартный показатель. Еще раз, у нас есть неплохая броня, которую мы должны использовать в бою. Неплохо он танкует от борта. По сути это все равно танк, потому что УВН у нас 8, а не минус 10, да, поэтому это все-таки танк городского боя. Предлагаю уже отправляться на 53 ТП в бой. Давайте поглядим, а что он может, а как и что вообще умеет. Вперед. Так, попали на перевал. Обзор боем 53 ТП. Польский тяжелый танк. Проходная прокачиваемая ветка 8-го левела. Так, попали в честный бой. В одноуровневый. У них есть Харачун, и это хорошо. А вот то, что у них есть БЗ-176, это плохо, да. Замечательно, что нет арты. Поедем, конечно же, налево, на ледник. Вот. Но, не знаю, спускаться или нет. Будем смотреть, что у нас будет на центре твориться, на воде. Может, там ЛТшечки вражеские заедут. Ну, откровенно говоря, танков тяжелых нормально, 5 штук. И тот факт, что мы на ледник поехали вдвоем с АМХ М449 и вроде еще АТшка едет, это плохо. Потому что нас тут просто сейчас высушат и заморозят. Куда? Внимание! Отступаем! Он реально не видит легкие танки на воде. Ну все. Это будет еще все быстрее смерти. Сейчас еще в борт нам получается сначала. Гля, проехал. Фантастика. Но это из рода фантастики. У них что, тут вообще нет танков? Мне вот интересно. Ё-моё, неужто они на этот фланг вообще не поехали? Такое количество тяжелых танков, и они просто сюда не поехали. Офигеть. Просто офигеть. Вот они едут. Красавцы. От камешка стоит. Пусть. Там еще и да. Стрелял. Теперь мы постреляем.
Тихо. Тихо. Блин, дернулась пушка вверх. Все. Фармим, фармим, фармим. Извини, друг, Вангар. АМХ, небось, на гору поехал, да? Ксор в спине. Интересно. Ну да. А чё не его боец-то? Вы чё, ребят? Все. Такой непонятный быстрый бой. Ну, короче, видели, броня есть, танкуем. Что-то там 2000 натанковали, 2300 настреляли. Хорош ли танк? 53 ТП, да, хорош. Хороший корпус, хорошая башня. Вообще он мне очень нравится. Такой сбалансированный. Прям танк-конкурент ИСУ-3 на самом деле. Произведенным в Польше. Это прям прямой конкурент третьего. Вот мы, да, 3 фрага сделали. Тачка годная. Тачка годная. По корпусу напоминает наш 703 объект. По башне. Ну, башня у него особая от ИСа-4 кабут. Вот, ну, лючок, конечно, вот все нам омрачает. А в целом тачка огонь. По пятибалльной системе 4 с маленьким минусом фактом можно поставить. Ребята, у кого есть в ангаре, обязательно пишите свои комментарии, как вам эта тачка в целом. Вот, у кого есть, да, какое вы на ней используете оборудование. Конечно же, прожимайте лукасы. Вот. Подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.